СССР, страна с самыми большими пахотными землями на планете, покупала хлеб за границей. Сталин оставил стране ядерную бомбу, но забыл про туалетную бумагу. Ее начнут выпускать только в 1969 году. И заодно забыл про нормальное сельское хозяйство. Прошло 40 лет. Россия, одна из трех крупнейших нефтедобывающих стран мира, покупает бензин у соседей. И в этом нет ничего удивительного, потому что и тогда, и сейчас страной управляют чекисты, которые не понимают, как устроена экономика. Зато у нас бензин дешевый, пишут мне в комментариях, и это правда. Литр в России действительно стоит дешевле, чем в Германии или во Франции. Но знаете, сколько из этого дешевого литра вы платите друзьям Путина? Именно так. Не государству, не стране, а конкретным людям с конкретными фамилиями. Сегодня я разложу ваш чек с заправки до копейки. Покажу, куда на самом деле уезжают ваши налоги. И назову имя человека, в чей карман капают ваши деньги каждый раз, когда вы снимаете пистолет с колонки. Лето 2026 года. Нефтяная сверхдержава вводит талоны на бензин. На заправках лимит по 50 литров в одни руки. В Крыму продажи бензина частникам останавливали полностью. Перебои с топливом журналисты насчитали в 88 из 89 регионов. А заводам разрешили гнать Евро-3 и обсуждают возврат к Евро-2, топливо, от которого страна отказалась 15 лет назад, как от отравы. Путин дефицит признал, но он, конечно, не носит критического характера. Запомните эту формулировку, мы к ней вернемся. Россия бомбит Украину уже 5-й год, и Украина живет. А вот Россию Украина поставила на грань топливной катастрофы меньше, чем за год. С августа 2025 года украинские дроны методично выбивают нефтеперерабатывающие заводы, и из строя выведено по разным оценкам от 3 до 40 с лишним процентов мощностей переработки. Пока я готовил этот ролик, прилетел уже в Омск, по крупнейшему НПЗ страны, в 2500 километров от границы, последнему из первой десятки, куда еще не долетали. И бог его знает, сколько прилетит еще. Война пришла туда, откуда ее финансировали. Крутой мачо Путин никак не может защитить россиян, которых так любит защищать. Так любит, что готов разбить об стену российскую экономику ради этой любви. Но у кого нефтяная сверхдержава теперь покупает бензин? 30 лет российская пропаганда объясняла белорусам, что без России они не выживут. Июнь 2026 года. За 25 дней Россия ввезла из Беларуси 141 тысячу тонн бензина. Год назад, в июне 25-го, было, вслушайтесь, 1000 тонн, рост в 141 раз. При этом белорусский 92-й с начала мая подорожал для российских покупателей почти в 2 раза. Потому что, когда покупатель в отчаянии, продавец поднимает цену. Рынок, ничего личного. А теперь пропорция, которая ставит все на свои места. Летом Россия сжигает больше 110 тысяч тонн бензина в сутки. То есть весь этот рекордный месячный импорт, вся эта историческая помощь младшей сестры, чуть больше 1 дня российского потребления. Капля в бензобаке. И побочный эффект. Беларусь развернула на Россию топливо, которое раньше шло в Центральную Азию. И теперь Кыргызстан, на 90% зависящий от российского бензина, ищет его у других соседей. Империя не может заправить ни своих клиентов, ни саму себя. Ладно, скажете вы, дроны, форс-мажор, кто ж знал. Но вот незадача. Цены на бензин росли и до всяких дронов. Росли, когда нефть дорожала, росли, когда нефть дешевела. Росли всегда. А дальше будет только хуже. Заводы выходят из строя быстрее, чем их успевают чинить. Значит, бензин продолжит дорожать, а за ними и все продукты. Знаете, почему цены в России умеют ходить только вверх? Вот вы заправились на 1000 рублей. Знаете, сколько из этой суммы уйдет в налоги? 700 рублей. Кажется, что вы заплатили за бензин. На самом деле бензина в вашем чеке меньше трети. Смотрите на раскладку. Около 30% цены – это налоги на добычу, НДПИ и налог на дополнительный доход. Еще примерно 21% акциз, еще 18% НДС. Итого, по пересчетам отраслевых аналитиков, налоги занимают до 70% цены литра. Даже Министерство экономического развития, не Навальный, не инагенты, а российское министерство официально признает, только НДС и акциз без всякого НДПИ доходят до 40% стоимости топлива. А сама нефть, сырье, ради которой все затевалось, лишь около 12% цены. Переработка 6, доставка 8. Заправка забирает на вашем литре примерно 5. То есть из вашей 1000 рублей до 700 уходит не нефтяникам, не заправки, а в систему. И тут защитники скажут, ну и что, в Европе налоги на бензин не ниже. Правда, только в Европе за эти налоги автобаны без ям
больницы, где есть лекарства, и пособия, на которые можно жить. А куда идут ваши 700 рублей? Ну ладно, скажите, вы, налоги дело святое, пойдут на школы, на больницы, на дороги. Черта с два. Часть этих денег разворачивается и едет обратно, нефтяникам. Это называется демпферный механизм. И это не серая схема, не конспирология, это официальный инструмент, прописанный в налоговом кодексе. Логика такая: если продавать бензин за границу выгоднее, чем дома, государство доплачивает нефтяным компаниям из бюджета, чтобы они, бедные, не обиделись и не задрали цены внутри страны. Теперь цифры. В 2022 году бюджет выплатил нефтяным компаниям по демпферу 2 триллиона 171 миллиард рублей. В 2024 еще 1,8 триллиона. Для понимания масштаба, это сопоставимо со всеми федеральными расходами на здравоохранение страны за год. Вся страна, все федеральные деньги на все больницы и примерно столько же в тот же год уехало бедным нефтяным компаниям в виде компенсации за то, что они продают вам бензин. Вы платите налог на бензин, ваш налог получает компания, которая продала вам этот бензин. Круг замкнулся. Это не бюджет, это карусель. А кто владеет компаниями, которые получают эти триллионы? Представьте схему из 90-х. Завод продает товар не напрямую покупателю, а через посредника. Тот покупает дешево, продает дорого, разница оседает у него. А теперь посмотрите, как десятилетиями продавалась российская нефть. Компания Gunvor, зарегистрирована в Швейцарии, стала одним из крупнейших нефтетрейдеров планеты на торговле именно российской нефтью. Ее сооснователь Геннадий Тимченко, знакомый Путина еще с петербургских 90-х. Российская государственная нефть шла на мировой рынок через частного посредника, и маржа этого посредника оседала не в Тюмени и не в бюджете, а в Женеве. Вы можете сказать, ну знакомый, бизнес и бизнес, хорошо. Тогда я процитирую не блогера и не оппозиционера. 20 марта 2014 года Министерство финансов США, вводя санкции, официально заявило: деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor, и он, возможно, имеет доступ к средствам компании. У Путина есть инвестиции в Gunvor. Это не мое мнение, это официальный пресс-релиз американского казначейства. Тимченко, кстати, не судился с Минфином США за клевету. Подумайте, почему? Один трейдер, один друг. Может, случайность? Хорошо, давайте возьмем другой сектор – газ. На полуострове Ямал стоит гигантский завод Ямал СПГ. Сжиженный газ – экспорт по морю на весь мир. Красивый проект, национальная гордость. Путин лично прилетал на запуск. Теперь читаем документы. Половина завода принадлежит иностранцам. 20% у французской Total, 20% у китайской CNPC, еще почти 10% у китайского фонда Шелкового пути. И этот завод получил такой пакет льгот, какой не снился ни одному российскому пенсионеру. Нулевой налог на добычу на 12 лет. Нулевая экспортная пошлина. При том, что обычный трубопроводный газ платил 30%. Обнуленный налог на имущество. Освобождение импортного оборудования от НДС. Дальше больше. Порт Сабетта, через который завод отгружает газ, построен на 3/4 за счет бюджета. 71 миллиард из 96. А в 2015 году правительство купило облигации Ямал СПГ на 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, которые создавали, чтобы страховать ваши пенсии. Деньги копили для страны, а потратили на завод, половина которого принадлежит Франции и Китаю. Даже Газпром, не я, а Газпром посчитал, что из-за льгот этого проекта бюджет недополучал порядка 30 миллиардов рублей в год. Это примерно годовые расходы на газификацию российских регионов. Тех самых регионов, где люди до сих пор топят дровами, глядя на трубу, по которой газ уходит за границу. И последний штрих. Крупнейший частный акционер Новатэка, компания хозяина проекта с долей 23,49%, Геннадий Тимченко. Да, тот самый из предыдущей части, из санкционного релиза про инвестиции Путина. Дважды уже не случайность? А давайте соберем весь список. В ноябре 1996 года под Петербургом 8 человек основали дачный кооператив «Озеро». Обычное садовое товарищество. Домики, заборы, шашлыки. Среди соучредителей Владимир Путин и Владимир Якунин.
Это, кстати, тоже не расследование блогеров. Кооператив «Озеро» упоминается в официальном санкционном документе Минфина США. А теперь посмотрим, где эти дачники и их круг оказался через 25 лет. Тимченко в доле, почти четверть Новатэка, сооснователь Гунвор. Сечин у руля Роснефти, крупнейшей нефтяной компании страны. Минфин США охарактеризовал его коротко, продемонстрировал абсолютную преданность Путину, и именно это ключ к его положению. Миллер у руля «Газпрома». Под американские санкции он попал в пакете 2018 года, где главным критерием отбора была близость к Путину лично. Ковальчук у кассы. Минфин США называет его личным банкиром российского руководства, а в документах мелькает слово «кассир». Якунин, 20 лет у руля РЖД, монополии, которая ввозит ту самую нефть. Кто в доле, кто у руля, кто у кассы. Разные компании, разные отрасли, разные должности. И одно странное совпадение. Все из одного круга, одного города, одного кооператива. По Конституции недра – основа жизни народов России. По жизни – основа жизни одного дачного кооператива. Теперь, когда вы знаете список, ответьте себе, что эта система делает с ценами на вашей заправке. В нормальной экономике цена бензина ходит за ценой нефти. Нефть вверх – бензин дорожает. Нефть вниз – дешевеет. Скучно, предсказуемо, по учебнику. В России бензин ходит только в одну сторону – вверх. Нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть падает, бензин дорожает. Идет война, горят заводы, бензин дорожает и заканчивается. На конкурентном рынке такой асимметрии не бывает. Как называется рынок, где несколько компаний из одного круга держат цены? Произнесите сами, я не буду. Это не рынок, это рента. И рента не ваша. Вы оплачиваете трубу. Вы оплачиваете охрану трубы. Вы оплачиваете убытки трубы через демпфер. Вы оплатили порт для трубы из своих пенсионных денег. А теперь вы стоите к этой трубе в очереди за талоном на 50 литров. Деды в эту землю ложились у всех одинаково. Под Ржевом, под Сталинградом, без разбора фамилий. А недра этой самой земли почему-то принадлежат не их внукам, а очень короткому списку. Вернемся к началу. СССР, страна с крупнейшими пахотными землями мира, начала закупать зерно за границей в 1963 году. Чекисты и партийцы, управляющие той страной, не считали это катастрофой. Подумаешь, купим, нефть же есть. Империя простояла после этого еще 28 лет. Но счетчик уже тикал, просто его никто не слышал за парадами. Россия, одна из крупнейших нефтяных держав мира, начала закупать бензин в 2025 году. Люди у власти из той же конторы, с тем же образованием, с той же экономической логикой. Подумаешь, купим у Беларуси, поднимем налоги, вернем Евро-2. Дефицит, как нам сказали, не носит критического характера. В 1963 году тоже не носил. Я не буду называть вам дату, я просто дал вам все цифры, а математику вы закончите сами. И давайте напишем в комментарии, сколько, по-вашему, осталось на счетчике.